Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся в удивительном месте. Это небольшой курортный городок, уникален сочетанием песчаных пляжей и широколиственных лесов на болгарском курорте Бяла. 3 года назад я снимала видео об этом курорте. Интересно, изменился ли курорт за это время? В этом видео расскажу вам о всех плюсах и минусах этого курорта. Стоит ли ехать в Бялу или можно выбрать какое-то другое место? Ну что, поехали! Бяла. Стоит ли этот болгарский курорт вашего внимания в новом сезоне? Мы провели здесь время, изучили его вдоль и поперек, сравнили с прошлыми годами и готовы дать честный, обновленный взгляд. Действительно ли это та самая скрытая жемчужина, где можно отдохнуть душой и кошельком? Или растущая популярность уже стерла ее очарование? Бяла. Кратко о главном. Факты, цифры и первый сюрприз от курорта. Бяла. Этот городок уютно расположился точно посередине между двумя гигантами болгарского побережья – Варной и Бургасом. И знаете, первое, что хочется сказать, Бяла, на наш взгляд, одна из самых недооцененных жемчужин Болгарии. В Бяле гармонично сочетается история и современность. Вот такие вот амфоры стоят прямо на улице. Такой себе секретный уголок, который еще не успели раскрутить на полную катушку, но который с каждым годом привлекает все больше ценителей спокойного и качественного отдыха. Мы сами, исследуя его, были приятно удивлены. Чем же так цепляет Бяла с первого взгляда? Чистота и ухоженность – это просто визитная карточка города. Широкие тротуары, вымощенная плиткой, которой позавидовала бы даже Варна. А такого количества удобных лавочек мы, пожалуй, не видели ни в одном другом курорте. Здесь есть бесплатные общественные туалеты, зоны Wi-Fi, те самые мелочи, из которых и складывается настоящий комфорт. Городок очень зеленый, с постоянным населением чуть больше 2000 человек. Это настоящий оазис тишины и покоя, что дарит невероятно чистый воздух. Но не думайте, что это глухая деревня. Бяла – это полноценный город со своей инфраструктурой, школой и даже активно строящимися новыми домами. А вот и первый сюрприз от Бялы, о котором мало кто знает. Кроме своих знаменитых белых скал, Бяла может похвастаться одним из самых древних винодельческих производств в регионе. Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Планируете поездку? Давайте разберемся, когда Бяла особенно хороша. Классический пляжный сезон здесь длится с конца мая по конец сентября. Июнь. Море уже прогревается до комфортных плюс 20-22 градуса. Туристов еще не так много. Природа свежая и зеленая. Отличное время для тех, кто ищет спокойствие. Июль-август. Пик сезона. Температура воды плюс 28-32 градуса. Вода парное молоко. Плюс 24-26. Максимум солнца, максимум отдыхающих. В это время курорт оживает на полную. Сентябрь. Бархатный сезон. Жара спадает, вода все еще теплая, плюс 22-24 градуса, а цены на жилье начинают приятно снижаться. Нюанс моря в Бяле – это открытое побережье, поэтому здесь бывают волны, особенно если есть ветер. Это может быть минусом для семей с совсем маленькими детьми, но плюсом для тех, кто любит ощущать мощь стихии. Вода, как правило, очень чистая, прозрачная, особенно в небольших бухточках. Что касается подводного мира, ждать здесь экзотики Красного моря не стоит, но у скалистых берегов можно встретить мелких рыбок, крабиков. Так что маску и трубку захватить можно, особенно если вы отдыхаете с детьми, им точно будет интересно. Как добраться в Бялу? Все способы. Самолет, автобус, своя машина. Добраться до Бялы несложно, ведь она удобно расположена между двумя крупными аэропортами. Самолет. Ближайшие аэропорты Варна около 60 километров и Бургас около 70 километров. Оттуда можно взять такси. Готовьте от 50-70 евро. Заказать трансфер или доехать на автобусе. Автобус. Междугородние автобусы регулярно курсируют из Варны и Бургаса, а также из других городов Болгарии. Автовокзал в Бяле, как мы видели на момент съемок, находился в состоянии ремонта, что может создавать временные неудобства. Своя машина. Идеальный вариант для тех, кто ценит мобильность и хочет исследовать окрестности. Дороги хорошие, но учтите, в пик сезона могут быть проблемы с парковкой в популярных местах, хотя в целом в Бяле с этим пока не так критично, как на более крупных курортах. Жилье в Бяле.
Отели против апартаментов, цены и где искать. А вот здесь Бяла преподносит очень приятный сюрприз в этом сезоне. Цены на проживание этим летом стартуют всего от 18 евро за ночь за номер или студию. Это почти на 30% дешевле, чем в прошлом году, когда минимальные цены были от 26 евро. Даже в отеле на первой линии можно найти варианты от 40 евро, что тоже весьма привлекательно. В прошлом году было от 35 евро, но учитывая общую тенденцию, это хорошо. Где лучше остановиться? Бяла условно делится на 3 части. Центральная часть в районе муниципалитета и вниз к морю. Здесь основная жизнь, магазины, кафе. Удобно, все под рукой. Если хорошо поискать, можно найти отличные апартаменты в центре за 40 евро за ночь. Южная часть у мыса Святой Атанас. Она поменьше, здесь находится главная местная достопримечательность – позднеантичная крепость. Инфраструктуры тут почти нет, зато тихо и виды красивые. Северная часть. Эту часть мы бы рекомендовали для отдыха в последнюю очередь. Инфраструктуры здесь минимум. Самые большие перепады высот. И добираться до центра, хоть он и ближе, чем от южной части, придется с преодолением подъемов. Предпочитаете апартаменты? Здесь тоже большой разброс. Максимальное количество предложений апартаментов целиком, не комнат. Мы видели в ценовом диапазоне около 70 евро за ночь. Но, как я уже сказала, и за 40 евро можно найти отличные варианты, если задаться целью. Искать можно на известных сайтах бронирования или уже на месте, через местное агентство. Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт для комфортной жизни и отдыха? Несмотря на свои размеры, Бяла предлагает все необходимое для комфортного отдыха и жизни. Здесь есть почта и офис курьерской компании, так что получить посылку из интернет-магазинов не проблема. В курорте установлены камеры наблюдения. Не везде, но встречаются часто, что добавляет ощущение безопасности. Есть зарядная станция для электрокаров, современный подход. Для детей несколько площадок, для спортсменов футбольные поля, теннисные корты и уличные тренажеры. Хорошо, что даже здесь можно позаниматься на свежем воздухе. Есть стоматолог, что важно для спокойствия отдыхающих. В прошлый раз, когда я снимала видео про Бяла, вода работала. В этот раз воды нету. Наверное, она закончилась. А вот такие интересные детали. Некоторые вывески до сих пор на русском языке, как это. Это говорит о том, что русскоязычные туристы здесь частые гости. Если вдруг у вас неожиданно сдуло колесо на велосипеде, здесь вы можете его подкачать. Вот таким образом. А посмотрите, какая прелесть. Маленький домик прямо на улице. Это общественная библиотека. Можно взять книгу почитать, а затем вернуть на место. Питание в Бяле. Цены. Сразу скажем, системы «Все включено» и шикарных ресторанов с мишленовскими звездами в Бяле вы не найдете. Этот курорт про другое. Про уютные семейные ресторанчики с домашней болгарской кухней и возможностью готовить самостоятельно. Овощи и фрукты можно купить прямо на улице. Средний чек в кафе на человека без алкоголя примерно 15-25 левов, 8-13 евро. Порции обычно большие. Рекомендуем пробовать местные рыбные блюда. Здесь они особенно вкусные. Так, ну вот сходила в магазин, цены адекватные, даже есть новинки, которых я не видела в других магазинах. Пляжи в Бяле. Золотой песок или есть подвох? Обзор и наши рекомендации. Пляжи – это то, ради чего многие едут в Бялу. Побережье здесь действительно живописное, с характерными скалистыми берегами и множеством небольших уютных бухт. Это открытое море, поэтому, как мы уже говорили, волны не редкость. Посмотрите на этот песок. За последние 3 года дно на центральном пляже заметно изменилось. Если раньше здесь было много крупных камней, то сейчас это мягкий, приятный песок с довольно крупными песчинками. Иногда попадаются гладкие камушки, галька и ракушки. Мы даже специально сравнили наши старые кадры с новыми. И отличная новость этого года. Пляж Бяла-Юг получил престижный голубой флаг. Это международный знак качества, подтверждающий чистоту воды и пляжной зоны, а также наличие необходимой инфраструктуры, что очень важно, учитывая рельеф местности. В прошлом видео я вам не показала, но оказывается в Бяла есть 2 спуска к морю. Да, в большинстве мест на пляж нужно спускаться по ступенькам. Они, как правило, удобные, оборудованные, но этот момент стоит учитывать семьям с маленькими детьми и людям с ограниченной мобильностью. Зато какие виды открываются с этих спусков. Развлечения и досуг, что посмотреть в Бяле и рядом. Бяла – это не центр шумных тусовок, но и скучать здесь не придется. Главное – историческая жемчужина, позднеантичная крепость на мысе Святой Атанас. Археологические раскопки здесь все еще продолжаются, ученые постоянно находят что-то новое. Входной билет только в
музей для взрослого стоит 3,5 евро, а комплексный билет музей плюс крепость 6 евро. Есть скидки для детей и групп. Тут же можно купить сувениры на память. А в самом центре Бялы работает еще один музей, который хранит настоящие древние сокровища. В Бяле работает музей, который хранит настоящие древние сокровища. Обязательно стоит заглянуть. Обязательно стоит заглянуть, чтобы лучше понять историю этого места. Еще одна уникальная достопримечательность Бялы, которую нельзя пропустить. Это палеологический памятник Белые скалы. В центре городка найдете уютную часовню Святого Трифона и открытый летний театр, где в сезон могут проходить концерты и представления. Прогуляйтесь по центральной улице, которая ведет прямо к морю. Здесь сосредоточены магазинчики, в том числе с одеждой и всем необходимым для отдыха. Есть даже настоящая пристань для рыбацких лодок, правда, она находится на значительном удалении от центра. А для удобства перемещения по городку и к удаленным пляжам или крепости курсирует вот такой туристический паровозик. Он следует по 2 маршрутам каждые 30 минут. Один от центра до крепости Святого Атанасия, а второй от центра до южного пляжа. А еще в Бяле очень много вот таких вот рыжих и не только местных обитателей. Кажется, коты здесь чувствуют себя полноправными хозяевами и добавляют особого уюта городским улочкам. Если захочется больше впечатлений, из Бялы легко съездить на экскурсию в древний Несебр, колоритный Созополь или большие города, такие как Варна или Бургас, с их торговыми центрами, аквапарками и насыщенной жизнью. Безопасность в Бяле, мифы и реальность. Бяла – это очень спокойный и безопасный курорт. Здесь практически нет суеты и больших туристических центров, что само по себе снижает риски. Как мы уже упоминали, в городе установлены камеры наблюдения. Конечно, элементарные меры предосторожности никто не отменял. Не оставляйте ценные вещи без присмотра на пляже или в машине. Но в целом здесь можно расслабиться и наслаждаться отдыхом. Курорт за последние годы. Как изменилась Бяла? Мы наблюдаем за Бялой не первый год, и изменения заметные. Если еще 3-4 года назад здесь было очень тихо и почти безлюдно даже в сезон, то сейчас популярность курорта растет. Людей стало заметно больше, особенно в июле и в августе. С одной стороны, это хорошо для развития города. Появляются новые объекты, улучшается инфраструктура, как, например, обновленный пляж или планы по ремонту автовокзала. С другой стороны, это приводит к некоторым сложностям, например, с парковкой в пик сезона. Но что радует, Бяла пока сохраняет свою аутентичность и спокойствие, не превращаясь в безликий туристический конвейер. Цены на отдых этого сезона, полный бюджет поездки, жилье, питание, развлечения, транспорт. Давайте прикинем примерный бюджет на отдых в Бяле в этом году. Жилье от 18 до 40 евро за ночь за номер апартаменты. На неделю это 126-280 евро. Питание. Если готовить самостоятельно и иногда есть кафе, закладывайте около 25-35 евро в день на двоих. На неделю 175-245 евро. Транспорт. Зависит от того, как добираться. Билеты на автобус из Варны-Бургаса несколько евро. Если планируете экскурсии, добавьте еще 50-100 евро. Развлечения. Входные билеты в крепость, музеи, сувениры еще около 30-50 евро на человека за поездку, если посещать основное. Итого, недельный отдых на двоих в Бяле может обойтись примерно от 350-400 евро. Супер эконом. И до 600-700 евро комфортный вариант без излишеств, не считая дороги до Болгарии. Конечно, это очень ориентировочно, но согласитесь, для европейского курорта на море это очень привлекательно. Главные плюсы Бялы, за что его выбирают туристы. Подведем итоги по сильным сторонам Бялы. Чистота, ухоженность и удобство. Скамейки, урны, бесплатный туалет и Wi-Fi – это все создает комфорт. Спокойная атмосфера. Идеально для релакса и отдыха от городской суеты. Привлекательные цены на жилье в этом сезоне. Реальная возможность сэкономить. Качественные пляжи. Наличие голубого флага это подтверждает. Чистое море. Живописная природа и интересные достопримечательности. Белые скалы, древняя крепость, компактность и уют. Все рядом, но без ощущения тесноты. Хорошая экология, чистый воздух, зелень. Основные минусы Бялы. К чему быть готовым? А теперь о минусах и нюансах, к которым стоит быть готовым. Растущая популярность. Людей становится больше, особенно в пик сезона. Это может означать более заполненные пляжи и потенциальные сложности с парковкой. Рельеф. На пляж в большинстве мест нужно спускаться по ступенькам. В самом городе тоже есть перепады высот, хотя и не такие критичные, как, например, в Балчике или в Созополе. Инфраструктурные моменты. Тот же автовокзал на ремонте – это временное неудобство. Ограниченный выбор развлечений для молодежи и отсутствие отелей высокого класса. Здесь нет шумных дискотек до утра, аквапарков прямо в городе и 5-звездочных отелей, система «Все включено».
Курорт ориентирован на другой тип отдыха. Открытое море. Возможны волны, что не всем и не всегда подходит. Бяла против других курортов. Краткое сравнение. Цена, пляж, атмосфера. А как Бяла смотрится на фоне других популярных болгарских курортов? Бяла против солнечного берега, золотых песков. Бяла значительно спокойнее и дешевле. Здесь нет такого масштаба, шума и такого количества развлечений, как на Гигантах. Пляжи в Бяле более разнообразны по рельефу, часто с бухтами, в то время как на Солнечном берегу это длинная широкая песчаная полоса. Бяла против Созополя и Несебра. Созополь и Несебр – это города с богатейшей древней, исторической и уникальной архитектурой старых городов. Бяла в этом плане скромнее, хотя и у нее есть своя крепость. По атмосфере Бяла ближе к новым частям этих городов, но более тихо и менее туристически раскрученная. Цены в Бяле сейчас могут быть ниже. Бяла против Обзора. Обзор, ближайший сосед, также предлагает спокойный семейный отдых и длинный пляж. Бяла, возможно, выигрывает за счет более живописного скалистого побережья и уникальных белых скал. По ценам они часто сопоставимы. Вывод. Бяла занимает свою уникальную нишу. Это курорт для тех, кто ищет баланс между спокойствием, красивой природой, базовым комфортом и доступной ценой. Для кого этот курорт? Идеальный отдых для семей, молодежи или спокойного релакса. Итак, кому же идеально подойдет Бяла? Наш вердикт. Семьям с детьми, особенно если дети уже не совсем малыши из-за спусков к пляжу. Здесь спокойно, чисто, есть детские площадки, хороший пляж. Тем, кто ищет максимального релакса, тишины и уединения. Атмосфера способствует полному расслаблению. Бюджетным путешественникам, особенно в этом году с такими ценами на жилье, любителям природы и неспешных прогулок, живописные пейзажи, белые скалы, возможность просто побродить по уютным улочкам, людям старшего возраста. Оценят спокойствие, чистый воздух и наличие удобств. А вот кому в Бяле, скорее всего, будет скучновато, любителям шумных тусовок и активной ночной жизни, вам точно не сюда. Поклонникам роскошного отдыха все включено. Такого формата здесь нет. Тем, кто не любит спуски и подъемы, рельеф местности стоит учитывать. Недвижимость в Бяле, мысли о покупке или переезде. Бяла привлекает и тех, кто задумывается о покупке недвижимости в спокойном месте у моря. Возможно, для летнего отдыха или даже для более длительного проживания. Цены здесь пока еще достаточно демократичны по сравнению с более крупными курортами. Небольшие однокомнатные квартиры-студии можно найти от 40 тысяч евро, а двухкомнатные от 45-50 тысяч евро. Дома в Бяле в нормальном состоянии, не требующие капитального ремонта, стартуют примерно от 60 тысяч-70 тысяч евро. Интерес к недвижимости здесь растет, так что если вы рассматриваете такой вариант, стоит присмотреться внимательнее. Мои личные эмоции и секретные места. Бяла за кадром. Знаете, после нескольких дней в Бяле остается очень теплое и светлое чувство. Рамка для фото в Бяла, где можно сделать отличные снимки и запечатлеть атмосферу этого уютного городка. Это место, где время как будто замедляет свой бег. Нет суеты, нет навязчивого сервиса, зато есть искреннее гостеприимство, чистота и ощущение дома. Мои секретные места, пожалуй, это не какие-то конкретные точки на карте, а скорее ощущения. Это утренняя прогулка к белым скалам, когда там почти нет людей. Это вкус свежей рыбы в маленьком семейном ресторанчике с видом на море. Это возможность просто сидеть на лавочке и наблюдать за неспешной жизнью городка. И, конечно, это невероятные закаты над морем. Ищите свои моменты, и Бяла обязательно откроется вам с лучшей стороны. Сегодня у меня помощник. Вот эта собачка помогает мне снимать видео. Да? Бегает за мной везде. Итоги, наш вердикт и главные советы перед поездкой. Итак, наш вердикт. Бяла в этом году однозначно да. Если вы ищете спокойный и душевный, и при этом доступный отдых на Черном море. Этот курорт предлагает отличное сочетание красивой природы, чистоты, базового комфорта и очень приятных цен, особенно в этом сезоне. Главные советы перед поездкой. Бронируйте жилье заранее, особенно если едете в июле-августе. Хорошие варианты по лучшим ценам разбирают быстро. Будьте готовы к рельефу. Удобная обувь не помешает. Не ждите шумных развлечений. Настройтесь на релакс и природу. Рассмотрите аренду авто. Если вы приехали на машине, то это не проблема. Можно взять машину в аренду. Если хотите активно исследовать окрестности, обязательно посетите Белые скалы и крепость Святого Атанаса. Это визитные карточки Бялы.
Бяла – это действительно то место, которое может приятно удивить. Если у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Мы постараемся на все ответить. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.